Сотни дронов ударили по России. Одна из самых масштабных атак всей войны. Трамп критикует Путина, а Лукашенко отправляет своих людей в Узбекистан и в Казахстан, где обсуждают кровавую трагедию, захват заложников и убийства. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Министр обороны Германии дал прогноз относительно завершения войны и планов Путина. Что, по мнению Берлина, произойдет в ближайшее время на линии фронта? ПВО не справляется. Рой из сотен ударных дронов залетел в Россию. Страна в огне. Что стало мишенью и почему? Жуткая трагедия в одном из крупнейших городов Казахстана и неправомерная деятельность силовиков в Узбекистане. Детали инцидентов. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Болезненные потери и колоссальный ущерб. РФ подверглась одной из самых больших атак за все время войны. План по немедленной посадке пассажирских самолетов в рамках плана «Ковер» был объявлен в 6 регионах страны. Дроны были нацелены на военные объекты России. Российские СМИ пишут, что с территории Украины прилетело более 200 дронов. Многие из них преодолели сотни километров, долетели даже до Татарстана. А вот жители Казани вновь предполагают, что украинские дроны были запущены не с территории Украины, а непосредственно с территории РФ, и, мол, надо искать диверсантов. Но подтверждений этим словам и комментариям в соцсетях нет. Тем временем украинские медиа со ссылкой на свои источники в СБУ сообщают о целях спецоперации. Итак, под ударом был химический комбинат в Тульской области, склады боеприпасов, управляемых авиабомб и крылатых ракет на аэродроме Энгельс в Саратовской области. Кроме того, Саратовский нефтеперерабатывающий завод и Брянский химзавод. Зафиксированы прямые попадания ракет по объекту и большой пожар с последующими детонациями. Известно о прилетах и по заводу в Казани. Цели не случайны, ведь все эти предприятия так или иначе задействованы в работе ВПК РФ. Об этом в эксклюзивном интервью «Нехта» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев. Ведь именно эти заводы задействованы в цепочке производства порохов, разного типа ракетного топлива, а также топлива для авиационной техники. Поэтому действия украинской армии абсолютно логичны. Уничтожение хотя бы части оборонного потенциала Российской Федерации, собственно говоря, создает определенные условия предпосылки, когда российская экономика не будет способна производить в достаточном количестве тех самых ресурсов, которые являются важным компонентом для производства и ракетного вооружения, и обеспечения деятельности российской авиации. Российская Федерация, невзирая на то, что российские пропагандисты рассказывают о том, что система ПВО на территории этой страны является наиболее плотной и эшелонированной, тем не менее и она не способна эффективно отражать именно массированные атаки. Безусловно, российская пропаганда рассказывает о том, что все дроны были уничтожены. Но судя по количеству вторичной детонации, взрывах и возгораний на разного рода военных объектах Российской Федерации, не все дроны были уничтожены. Убийство в здании Минобороны РФ. В Москве на рабочем месте был убит сотрудник контрразведки ФСБ. Телеграм-канал ВЧК ОГПУ, который считается близким к силовым структурам России, сообщает, что инцидент произошел в ночь на 13 января в здании на улице Ольховская, 25, где расположены структуры Минобороны и управления ФСБ по Московскому военному округу. Тело Владимира Фещенко с раной на лбу обнаружили на рабочем месте. По данным канала ВЧК ОГПУ, его убил бывший сотоварищ, с которым он служил на Дальнем Востоке. Между ними возник конфликт после встречи, на которую убийца пришел перед отъездом из Москвы. Кремлевские медиа сообщают, что убитый Фещенко также был чемпионом России по гиревому спорту. За неделю до смены президента в США в Киев прибыл министр обороны Германии Борис Писториус. Он говорит, что эта поездка символична. Таким образом, европейцы отправляют сигнал: Североатлантический альянс на стороне Украины. Писториус также рассказал о планах Путина и считает, что Киеву удастся достигнуть того уровня, чтобы сесть за стол переговоров с Москвой на равных.
Я не думаю, что опасность намного больше, чем год назад. Ключевое отличие состоит в том, что Путин, конечно, пытается максимально усилить свои позиции до 20 января, ожидая возможных переговоров о прекращении огня, о которых он говорил. Это, вероятно, относительно нормальный процесс. То, что украинцы не всегда могут сразу же бросить все ресурсы в бой, как хотелось бы, тоже очевидно, но они делают все возможное. А остановится ли путинская армия после 20 января, то есть после инаугурации Трампа? Этот вопрос мы также обсудили с военным экспертом и бывшим спикером Генштаба ВСУ, который много лет следит за ходом российско-украинской войны. А это значит, что в ближайшие месяцы мы вряд ли увидим стагнацию на поле боя, заморозку конфликта, проведение каких-то мощных переговорных треков, направленных на стабилизацию ситуации на поле боя. А вот активные боевые действия, скорее всего, станут нашей реальностью в течение ближайшего полугодия. Поэтому, безусловно, поддержка наших немецких друзей и партнеров является крайне важной. С учетом того, что противник продолжает наступать как минимум на 7 участках фронта и имеет пусть тактического уровня, но тем не менее продвижение на поле боя, соответственно, мы должны понимать ключевой фактор, который замедляет продвижение российской армии, который несет серьезные потери, в рамках которых российская армия несет серьезные потери, это фактор ресурсов. Байден унизил Путина. Американский лидер, подводя итоги своего президентского срока, заявил, что ему удалось сделать то, чего так хотел Путин – побывать в Киеве. Когда Путин вторгся в Украину, он думал, что захватит Киев за считанные дни. На самом же деле, после начала войны в центре Киева побывал я, а не он. Путин этого не сделал. В то же время генсек НАТО Марк Рютте уверен, что если Европа не будет уделять достаточно внимания своей обороне, а главное не увеличит расходы на эту оборону, то РФ, судя по всему, зайдет дальше Киева, и европейцам придется учить русский язык, либо же ехать в Новую Зеландию. Укрепление обороны – мой главный приоритет. И речь идет о том, чтобы тратить больше, тратить лучше, но и производить больше. Не для того, чтобы спровоцировать войну, а для того, чтобы предотвратить ее. А что вы думаете о словах генсека НАТО и тех перспективах, о которых он говорит? Поделитесь своим мнением в комментариях. Трамп критикует Путина, а команда республиканца проводит частные переговоры с европейцами и дает понять, что Украина не останется без поддержки. Тем не менее, Трамп непредсказуем, до конца не ясно, как он поступит, ведь часто он отвергает советы и меняет тактику в последнюю минуту. Об этом говорят источники Bloomberg. За неделю до своей инаугурации Трамп по-прежнему не имеет четкого плана действий, но выражает заинтересованность в сделке века. Избранный президент США недоволен Путиным, несмотря на то, что стремится открыть с ним канал связи, уточняет Bloomberg. А также пишет, что источники, которые знают о переговорах между администрацией Трампа и европейцами, сообщают, что Трамп производит впечатление человека, который не слишком заинтересован в судьбе Украины или же не осознает стратегического значения войны для интересов США. Лидеры в европейских столицах все больше убеждены, что в обозримом будущем может быть достигнуто соглашение о прекращении войны. И есть надежда, что ужесточение санкций против Москвы и продолжение военной поддержки Киева наложат на Россию экономические и военные издержки, создавая возможность для переговоров в пользу Украины. А вот Трамп, не называя точных дат, говорит, что встретится с Путиным очень быстро после своей инаугурации. Высказался республиканец и об условиях и стратегиях завершения войны. Есть только одна стратегия, и все зависит от Путина. Я не думаю, что он в восторге от того, как все складывается, потому что для него это тоже пошло не совсем так, как он ожидал. Удерживали в подвале с мешком на голове. Стали известны подробности содержания за решеткой водителя из Узбекистана, который стал популярным в стране после того, как раскритиковал власть за энергокризис. Спустя несколько дней после появления эмоционального видео в интернете мужчину арестовали на 15 суток. Гайрат Дустов, который уже вышел на волю, заявил, что правоохранители не пытали его, но совершили много неправомерных действий. В частности, надели на голову мешок и держали в подвале. Радио ОЗД уточняют, что после ареста поведение Гайрата Дустова кардинально изменилось. Прежней отваги уже нет, и, вероятно, мужчину запугали.
Сейчас я нахожусь в состоянии небольшого стресса, но, слава богу, все идет хорошо. Мне кажется, все наладится, если мы будем работать сообща. Пусть Бог поможет нам, и пусть все пойдет в лучшую сторону. Как ранее рассказывала команда «Нехта», Гайрат Дустов был недоволен ограничениями, которые ввело Министерство энергетики. В частности, ограничения в работе газозаправочных станций. Узбекистанец заявлял, что из-за этого он теряет возможность полноценно зарабатывать на жизнь, как водитель маршрутки. Во время записи эмоционального ролика Дустов показал свои изношенные кроссовки в объектив камеры. И в скором времени граждане Узбекистана запустили в стране флешмоб и в соцсетях также выкладывали фото с потрепанной обувью, которая стала символом протеста и поддержки задержанного. Напомню, что согласно официальным версиям происходящего, Дустова арестовали не из-за критики властей, а якобы из-за оскорбления работника заправки, а дефицит газа возник из-за похолодания в стране. Захват заложников и двойное убийство – одна из главных тем обсуждения в Казахстане. Трагедия произошла в городе Актобе, на тихой улочке частного сектора. Именно там 40-летний мужчина ворвался в чужой дом, захватив в плен 3 человек. Молодую женщину, которая была знакомой подозреваемого, а также ее родителей. Преступник не выдвигал никаких требований, а 3-часовые переговоры с полицией не привели ни к чему хорошему. В итоге силовики решили брать дом штурмом. После этого и стало известно о самом страшном. Лукашенко в преддверии так называемых выборов президента устраивает кадровые перестановки. По-прежнему не выздоровевший и непризнанный президент с кашлем и хрипом заявил, что выбрал новых послов, в том числе в Узбекистан и Казахстан. Представителями режима Лукашенко в Ташкенте и Астане станут Александр Огородников и Алексей Богданов. Последний уже высказался о планах Минска относительно Казахстана. Ты сам едешь еще раз, я спрашиваю, или тебя выталкивают в Казахстан? Нет, меня никто не выталкивает, товарищ президент. Мое решение осознанное, и хочу оправдать оказанное вами доверие, развить отношения. Чем ты будешь заниматься прежде всего? Понятно, что с казахами, да и везде у нас главное – это экономика. Да. Торгово-экономические отношения. Товарищ президент, ставлю перед собой задачей, это, конечно, увеличить товарооборот экспорта белорусской продукции, превысить его в 1 миллиард. Мы в 2021 году наш товарооборот в целом превысил 1 миллиард. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.